Сегодня поговорим про то, как создать сообщество, будь то бизнес-сообщество, инвест-клуб или сообщество по интересам абсолютно любым. Там кто-то создает сообщество, связанное с уборкой мусора, и хотят поддерживать, у них такая цель своя, благотворительные сообщества и так далее. На самом деле принципов создания успешного сообщества не так уж и много, и они одни и те же. И сегодня я хочу об этом рассказать, чтобы не допускали ребята ошибки, которые сейчас допускают. Большинство сообществ, всяких клубов, которые я вижу на данный момент, они очень быстро теряют свою актуальность, теряют своих клиентов, если это сообщество там с какой-то там ежемесячной или ежегодной подпиской чаще всего, либо проплачивают 1-2 месяца, и потом люди уходят, им становится это не нужно, неинтересно, там нет ценностей. Ну и сегодня, я думаю, вы поймете, почему такое происходит, если вы с этим уже сталкивались. Ну а если вы собираетесь создать какое-то сообщество, то я думаю, что это будет очень полезно для вас с самого начала спланировать грамотно, как вы будете стартовать. Итак, есть такой профессор Шон Янг, он выделяет 6 основных потребностей у людей, которые может закрывать сообщество. И успешные сообщества, они все 6 этих потребностей как раз и закрывают. Первое – это потребность в доверии, то есть человек, когда попадает в ваше сообщество, он должен чувствовать себя комфортно, он должен доверять, прежде чем он будет открыто, например, у нас в инвест-клубе мы открыто говорим о цифрах своих, о своих неудачах, и это очень некомфортно, и ты никогда не готов это раскрывать тем людям, которым ты не доверяешь, да, то есть чтобы там информация куда-то в лишние третьи лица какие-то не ушла. Поэтому нужно доверие. И вот один из таких моментов основных, которые это доверие может вызывать, это то, чтобы участники сообщества, новые, которые пришли, там, например, вступили там, в вашу группу, в ваш чат, чтобы они видели, что другие люди также открыто делятся какой-то информацией, какой-то частичкой своей, там, может быть, личной жизни и так далее. О том, как это сделать на самом старте, я чуть позже расскажу в этом видео. Но думаю, что суть, что вы уловили, да, что вот именно вопрос доверия. Это, наверное, номер один в создании сообщества. Если нет доверия, все остальные принципы летят к чертям. Второй принцип – это потребность в адаптации. То есть человек, когда в вашем сообществе находится, он должен там адаптироваться, он должен к нему привыкнуть, он должен тоже начать что-то там делать. Например, первый шаг, который можно делать, это тоже вот мы будем говорить про третью потребность. Можно смотивировать человека что-то написать, например, представиться, рассказать о себе. На примере, он увидел, как это делают другие, он на примере сможет тоже это сделать, ему это будет легко. И он адаптируется. Также он адаптируется, если есть там четкие, понятные правила, которые есть в этом сообществе, если вы их там расписали, там периодически об этом рассказываете. Чем они понятнее для любого человека, тем ему легче будет адаптироваться. На данном этапе я вижу сообщества, в которых вот меня приглашают, я вступаю, я не понимаю, о чем это сообщество. Там, да, написано там, например, инвест-клуб, но что именно он из себя представляет, какие у него правила, непонятно. Поэтому такие сообщества долго не живут. Третья потребность человека, которую должна закрывать сообщество, это потребность в самооценке. То есть гораздо успешнее те сообщества, которые позволяют людям повышать свою самооценку, где он может повышать свою мотивацию, где его лишний раз поддержат, где оценят его какие-то там прошлые заслуги или просто оценят и поблагодарят за то, что он здесь и сейчас что-то написал, там чем-то поделился и так далее. Это тоже очень важный момент, и его не надо опускать. Часто я вижу, что люди что-то пишут, участники сообщества в каких-нибудь клубах, и на его сообщение 0 реакции. И он чувствует себя обделенным, он чувствует, что, он начинает сразу думать, что не так, почему как бы 0 реакции, но если я что-то сделал плохое, то хотя бы напишите, что это плохо, да, но он начинает сразу думать о плохом, то есть что-то он там сделал не так, переживать, и, это лишние эмоции, которые абсолютно не нужны, они не должны быть, не должно быть негативных эмоций, которые будет человек испытывать в вашем сообществе, только позитив, только позитивные намерения по отношению к другим участникам и повышение самооценки за счет вот таких вот простых вещей по типу ответов и благодарности для участника этого сообщества.
Четвертая потребность, которую закрывает сообщество, это потребность в социальном магните. То есть, и если человек вступает в ваше сообщество, у этого сообщества должна быть какая-то в идеале социальная норма или цель, вокруг которой это сообщество построено, например, да, там, на примере там, сообществ, которые организованы по уборке там, различных территорий, там, пляжей и так далее, то у них там понятная цель, они ее видят, чтобы пляжи очистить и подготовить там, их к купальному сезону, например, чтобы там дети не ранились, например, тоже такое повышение, да, социальной планки. А в сообществах там политических вы можете заметить, что да, вот у них цель там продвинуть кандидатов на выборы, например, в определенном округе и так далее. Также в бизнес-сообществах и инвест-сообществах, инвест-клубах могут быть подобные цели, которые основаны на каких-то социальных нормах, например, популярны были сообщества в свое время, которые были основаны на том, чтобы убирать, скажем так, с рынка неблагонадежных инвесторов, неблагонадежных партнеров, создавались там черные списки, и вот вокруг этих черных списков образовывалось большое сообщество там, предпринимателей, которое хотело, чтобы рынок стал чище, чтобы меньше было мошенников и так далее. Вот тоже как пример социальной нормы в бизнес-сообществах, в бизнес-структурах. Пятая потребность – это потребность в награде. Это очень похоже с потребностью в самооценке, но здесь больше речь про какие-то более, может быть, ощутимые, более материальные вещи, не просто спасибо, да, а в какой-то конкретной награде, там это может быть какая-то бальная система в сообществах, где человек за баллы может получить что-то, да, там, например, многие на курсах используют у учеников такие системы, когда он набирает определенное количество баллов, ему там какой-то бонус или еще какой-то курс там и так далее. И вот эта вот потребность в награде, она также и возвращает человека в это сообщество. Это тоже один из элементов вот предыдущего социального магнита, когда человек чувствует, что ему надо вернуться, если его там оценили, если его что-то спросили. Кстати, классный тоже подход — это у новых участников что-то спрашивать, там, в чем они компетентны или могут быть компетентны. Им всегда будет приятно в таком сообществе находиться, и постепенно, вырабатывая вот такие моменты, опять же, связанные вот с первой потребностью в доверии, человек будет все больше адаптироваться и сам будет становиться таким активным участником этого сообщества и сам будет дальше с новыми людьми также работать, как работали с ним. Шестая потребность — потребность чувствовать вдохновение, то есть банально такое эмоциональное чувство подъема сил, такого все вместе, вот это все как по нарастающей идет, все эти потребности, и когда человек чувствует вдохновение от того, что он присутствует в этом сообществе, вот это очень крутой такой якорь для него, и ему все больше и больше хочется возвращаться, все больше хочется активничать, ему хочется развивать это сообщество, потому что он хочет передавать это свое настроение, вдохновение другим людям, потому что он видит реальную ценность, которую лично он получает, и вот такое сообщество должно, конечно, вдохновлять. Абсолютно разные могут быть способы вдохновления этих участников, но зачастую это все основано на каких-то реальных достижениях, то есть то, благодаря чему, благодаря этому сообществу человек достиг каких-то результатов. Например, у нас там с учениками в инвест-клубе, кто после обучения приходит, мы работаем над тем, чтобы лично он реализовал свой финансовый план, чтобы лично его достижения были зафиксированы в нашем инвест-клубе, он вложил денег, он заработал денег, все, он отметился, у него это достижение, и он чувствует от этого вдохновение, от результата, от сделанной работы, от того, что он в начале пути хотел с помощью сообщества инвест-клуба реализовать там свои цели, там, повысить свой капитал, там, прийти к какому-то значению пассивного дохода и так далее. Вот он их реализовал, у него есть вдохновение, он готов этим делиться и передавать это в массы. И это ощущение, оно расходится дальше по друзьям и знакомым, и приходят новые участники уже по рекомендациям. Поэтому я вот, особо нигде не рекламирую вообще бизнес-сообщество свое, потому что нет в этом потребности, я не хочу это делать, потому что гораздо приятнее работать с человеком, который пришел по знакомству от человека, который получил от меня результат,
и мне не нужно там большую какую-то работу с ним проделывать, потому что он уже знает, что вот сделай 1, 2, 3, у него будет результат, потому что его друг это сделал. Это гораздо проще. По потребностям все. Далее есть важный момент, связанный с стартом сообщества, то есть те, кто только-только начинает, и у него стоит вопрос, вот, хорошо, я сейчас там создам там чаты, создам там какой-то, например, пусть даже сайт, там группу ВКонтакте, неважно, то есть то, на чем это сообщество в целом технически может держаться, это может быть все что угодно, даже неважно, хоть по почте присылать письма, принципы одни и те же. И в самом начале вот этой поддержки, когда мало еще участников, ее нет. И здесь есть маленький секрет, лайфхак, который используют на практике успешные сообщества. Для того, чтобы сообщество было активным, нужно, чтобы в нем хотя бы 15%, если это уже там больше 10 человек, 15% людей, которые будут ролевыми моделями. Часто этих ролевых моделей мы находим в самом начале, то есть еще до создания сообщества, до его открытия. Мы приглашаем несколько человек, которые будут помогать и участвовать активно в этом сообществе. Это что-то вроде таких подставных людей, но на самом деле это такие же совершенно реальные люди, просто которые дополнительно замотивированы в том, чтобы активно участвовать чем-то другим, да, то есть это могут быть деньги, это могут быть какие-то другие плюшки, неважно, то есть тут в зависимости от мотивации этих людей нужно подбирать какое-то вознаграждение. И это необходимо всего лишь на первое время, то есть буквально там пару месяцев, и вот эти ролевые модели, о типах которых мы тоже сейчас поговорим, эти ролевые модели начинают работать, подтягиваются новые участники, начинают вливаться в это во все, тоже начинают становиться активными, и потом уже новых участников, эти первые участники начинают как бы проецировать вот это правило поведения, то есть нормы, по которым здесь в сообществе общаются. Они точно так же начнут сами привлекать новых участников в диалог, точно так же будут спрашивать какие-то у них интересные моменты, потому что так было заведено сначала искусственно, а потом это пошло все вот в геометрической прогрессии, можно сказать. То есть оно будет само по себе уже работать спустя пару месяцев. И первые пару месяцев почему бы там не платить дополнительные какие-то бонусами, там, материальными, нематериальными, тем людям, которых вы пригласили. Это ролевые модели. Их тоже выделяем 4 типа, которых, ну, в идеале, если все они, конечно, будут, в зависимости, да, от ваших там объемов, от ваших целей, связанных с этим сообществом. 4 типа. Эксперты, знаменитости, посланники и созданные ролевые модели. Эксперты — это те люди, которые достигли уже каких-то результатов, возможно, признаны в каком-то узком круге, которые существуют в вашем сообществе, и они дадут экспертное мнение. То есть вы создаете сообщество, там, связанное с публичными выступлениями, я сейчас фантазирую, и там есть эксперты уже в самом начале, с которыми вы изначально договорились, да, которые будут давать какое-то экспертное мнение там. Потому что человек, там, вот я, например, не эксперт в каких-то областях, но мне порой необходим эксперт вот именно там по части криптовалюты в инвестклубе. Мне криптовалюта пока так себе заходит, я ей активно не занимаюсь, поэтому я не являюсь экспертом в этой области. Если я там продвигаю фондовый рынок, то мне нужны эксперты, которые будут заниматься криптовалютой и давать обратную связь по криптовалюте. Соответственно, мы их тоже внедряем. Точно так же там по IPO-шкам и так далее. Но это что касается инвестклуба, это я объяснил. И думаю, что тут все просто. Знаменитости. Вторая ролевая модель. Это просто такой социальный фактор на самом деле. Если есть знаменитость в этом сообществе, то это как минимум очень хороший лид-магнит. Это привлекает новую аудиторию, которая ему доверяет. То есть вот эта потребность доверия, она гораздо легче внедряется в сообщество, если там есть знаменитость, потому что знаменитостям априори доверяют, потому что у них есть социальный фактор такой, как публичная ответственность, риски, связанные с репутацией. Поэтому многие там публичные люди рекламировали там какие-нибудь ставки и потом пострадали от этого. Это и есть вот этот риск, репутационный риск, который они несут, если они что-то не так делают. Поэтому знаменитые люди тоже стараются не участвовать в каких-то сомнительных проектах и находятся именно там, где
им платят хорошо. Но на самом деле нет. То есть даже независимо от денег, вы можете посмотреть много интервью со звездами, они оценивают, они ни за какие деньги не пойдут в какие-то непонятные проекты, схемы и так далее. Поэтому очень круто, если в вашем сообществе будет такая звезда, пусть она будет там на первых началах за деньги, но потом, возможно, это сообщество будет само по себе набирать обороты, если вы грамотно выстроите вот работу с потребностями людей и с этими ролевыми моделями. Третья ролевая модель – это посланники. По факту это те же самые люди, вот именно та самая целевая аудитория, которая вам нужна. А с целевой аудиторией вы также работаете в сообществе, как и при создании там любого бизнеса, проекта, как с клиентами, да. То есть вам нужно понимать, кто ваши люди потенциальные, аватар клиента, кому бы действительно будет интересно и важно вступать в сообщество, потому что даже если вы также его рекламируете, то нужно понимать, на какую аудиторию вы это делаете. То есть принципы одни и те же, как и в бизнесе. И эти посланники — это, по сути, такие же обычные люди, которые могут быть активистами, они активнее других, например, очень показательный пример в сообществе различных мамочек. Вот у меня 3 детей, и я вижу сообщество там семей и мамочек, которые активные, очень активно делятся своими там сложностями, проблемами, либо решениями проблем, с которыми они столкнулись в таких сообществах. И среди них есть очень активные мамочки, которые прям своей энергетикой очень круто поднимают все сообщество, хотя они даже за это ничего абсолютно не получают. У них просто есть такая энергетика и потребность вот тоже в самореализации, чтобы помочь другим людям. И это тоже можно использовать, таких людей, таких посланников внедрять. И это могут быть такие, как и есть такое название, амбассадор, которое мне не очень нравится, но тем не менее, это такие ваши амбассадоры, которых вы можете также дополнительно как-то мотивировать, чтобы они и дальше расширяли влияние вашего бренда в вашем инвест-клубе, там, вашего сообщества, все больше расширяли там, на рынок в целом, там, за пределы вашего клуба и привлекая таким образом все более новых участников. Ну и созданные ролевые модели — это искусственный формат, когда вы берете людей, которые вот специально по вашему шаблону, как сотрудники, будут определенные вещи какие-то делать. Там каких-то можно менторов поставить в сообщество и других специалистов, которые не являются ни одним из тех 3 типов, ну вот просто отдельные люди, скажем так. Возможно, это просто дешевле, чем нанимать там знаменитость, если она не приходит к вам бесплатно по знакомству. Вы делаете это искусственно. Вот. 15% таких людей на старте, пару месяцев активной работы. И дальше при том условии, что вы грамотно проработали все вопросы, связанные с потребностями людей в сообществе, у вас это сообщество будет успешно и будет развиваться уже, так сказать, как на дрожжах, оно будет само расширяться и будет активным. Это минимальный такой набор, который нужно знать. И еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание. Нужно понимать, что эти принципы, они используются профессионалами в разных сообществах. То есть, если вы нашли какое-то сообщество, где видите, что вот эти принципы используются, оно может быть успешным как сообщество, но нести под собой совершенно другие какие-то цели. Например, такое я часто вижу в сфере инвестиций, опять же, когда создаются пирамиды хайпа, и вокруг этих пирамид создаются сообщества. Они создаются вот на таких принципах. То есть там есть все эти принципы, социальный магнит, доверие, адаптация. Вы можете, даже если вы состоите в таком сообществе, связанное вот с этими хайпами, вы можете это заметить вот из того, что я сейчас перечислил, и увидеть какие-то элементы. Это все психологический момент, связанный с тем, чтобы создателям таких пирамид там, и активным участникам, которые тоже являются, кстати, ролевыми моделями, заметьте, что есть среди тех, кто продвигает активно какие-то пирамиды, есть те, кто себя как бы создателями не считает. И они действительно могут быть не создателями, чаще создатели там находятся где-то в тени. А эти активные участники, они говорят, мы не при делах. То есть, когда это все скамится, они такие, типа, мы не при делах. Но на самом деле, чаще всего, они дополнительно еще мотивированы теми реальными создателями, которые это все изначально организовали. И вот есть определенный круг всегда активных участников, которые напрямую
знают и связаны, и общаются с создателями пирамид. Поэтому здесь, конечно, профессионалы не доверяют никогда таким сообществам, и вам просто нужно быть осторожнее, аккуратнее, если вы используете подобные там высокорискованные инструменты. Ну, обратите внимание на себя, на то, как используют вас, на то, как вы реагируете там психологически на какие-то уловки, элементы, и грамотно просто это взвешивайте, не ведитесь. Не ведитесь, если вам активно говорят, вложите вот прямо сейчас 1 000 000 рублей, заложите квартиру, нужно все-таки об этом задуматься и принять взвешенное решение, посоветоваться как минимум с грамотными людьми, с теми, у кого есть там репутационные риски как минимум, потому что рифоводы зачастую эти репутационные риски не несут, им вообще плевать. В общем, будьте аккуратны, успешного создания сообществ, успешных инвестиций и успехов в бизнесе. Если будет желание, приходите на обучение, я буду рад с вами провести как минимум консультацию бесплатную. До новых видео, пока-пока.